Дети 2000-х наверняка хоть раз слышали про серию игр от компании Flip Line. Все, что заканчивается на «рия» — их творчество. Бургерия папы, пиццерия папы, макария и еще 17 частей, не считая дополнительных версий. Я до сих пор играю в эти игры. Они расслабляют и затягивают. По сути, это флеш-игры, где вы в роли выбранного вами персонажа должны управлять одним из множества ресторанов быстрого питания Папы Луи. Самого раздражающего и загадочного персонажа этой серии игр. Вся вселенная крутится вокруг него. Симулятор ресторанного тайм-менеджмента все это время, оказывается, имел сюжет, где игрок лишь пешка в руках главного героя, путешественника между мирами, борца против инопланетных разумных продуктов, коррупционера-монополиста, афериста Папы Луи. Вы правильно поняли! Я сыграла во все части и готова рассказать вам этот абсурдный, но невероятно забавный сюжет. Папа Луи – милый итальянский шеф-повар, который начал продавать вкуснейшие пиццы. У него легион фанатичных клиентов, которые готовы опробовать все, что он может предложить. Папа Луи такой щедрый, что всегда старается вознаградить своих преданных клиентов. Как вы уже поняли, события игр происходят на разных планетах и даже вселенных. Папа находится во вселенной Flipverse, а конкретно на этом острове, где есть как минимум 3 разных часовых пояса. Вот настолько он огромный, хоть в нем всего 20 городов, каждый из которых принадлежит этому усатику. Но обо всем по порядку. До начала игры папа открывает свою пиццерию, называет ее в честь себя, конечно же. Это происходит в городе Тейстивиль, родном городе для Папы Луи и его ресторанной империи. В этой пиццерии работает его племянник Рой, и именно здесь начинается этот душераздирающий сюжет. Папа Луи, когда пиццы атакуют. 9 ноября 2006 года наш папочка устроил день бесплатной пиццы всем арендодателям. Казалось бы, что может пойти не так? Ажиотаж, Рой отвозит заказы. Как внезапно пицца оживает и нападает на папу, в то время как другая коробка с пиццей открывает портал в Манчмор, альтернативное измерение, куда попадает наш герой вместе с его клиентами, которых держат в клетках население в виде разумной еды. И теперь папа должен их всех спасти и найти способ вернуться домой. В конце игры выяснится, что это все проделки злого Лука по имени Старч, что возглавил восстание против Папы Луи, превратив его пиццы в чудовищных существ при помощи злобного перца. Как же я сразу не догадалась. Только вот вопрос, как эта луковица вообще узнала про папу? Дело в редиске по имени Редли Мэдиш. Это главный антагонист серии, сумасшедший ученый из страны Манчмора, который обнаружил силу межпространственных порталов и начал свою маниакальную миссию по захвату Манчмора, Тейстивиля и в конечном итоге всей вселенной. Он же злодей! И помочь в этой затее ему должен был варп-коин. Нет, дело не в криптовалюте. Это предмет, который используется для открытия порталов в различные места во Flipverse. В это же время изучением варп-коина занимается профессор Фитц, ученый, управляющий Гигалов Labs. В стенах своей лаборатории Фитц проводит широкий спектр исследований и разработок, начиная от экзотических пищевых добавок и заканчивая механическими приспособлениями. То есть, профессор Фитц в своей лаборатории разработал злобный перец, который добавлял Папа Луи в пиццу, которая превратилась в монстров и отправила его в Манчмор, где живет Редли Мэдиш, который похитил жителей Тейстивиля при помощи варп-коина, который изучает профессор Фитц. Чего? Короче, Папа Луи побеждает Старджа и возвращает всех обратно в пиццерию, где все получают бесплатную пиццу, как кто-то обещал. И это только первая игра из 20. Даже не самая популярная. Это вообще платформер. Но эта игра объясняет работу этой вселенной и открывает тайну зависимости посетителей от еды Папы Луи. Но об этом чуть позже. Ведь тут начинается тот самый геймплей, за который мы и любим игры с папой. 7 августа 2007 года. Спустя 9 месяцев Рой, как обычно, приезжает в пиццерию, где находит записку от Папы Луи, где говорится, что он ушел за новыми приключениями, и теперь Рой должен управлять пиццерией, пока его нет, в одиночку. Это значит, что на его плечах теперь лежит ответственность за принятие заказов, готовку, сервировку, подачу, уборку и доставку на неопределенное время, потому что папа вернется только тогда, когда Рой получит все золотые звезды. Игроку
Папу важно точно и быстро выполнять заказы клиентов, за что они получают чаевые и очки, которые влияют на рейтинг игрока. Лучшие заказы также дают звезды, которые могут повысить уровень клиента до бронзового, серебряного и золотого, что увеличивает чаевые и очки, которые он дает. В более поздних играх, набрав достаточно очков, вы получаете билеты, которые можно использовать для мини-игр, в которых можно получить чаевые, одежду и декор. Это важно, ведь каждую неделю папа присылает чек в $100. Неплохо, если бы мы не работали 12 часов без выходных, ведь тогда мы зарабатываем примерно $14 в день или $1 в час. И я обычно прохожу игру за год игрового времени. Конечно, вы помните, что игрок также получает приличные чаевые, но работник обязан оплачивать все улучшения, декорации, мебель и одежду. И делать это нужно на каждый праздник. Законно ли это? Нет. Но это только начало монополистического бизнеса папы Луи. 6 декабря 2010 года папа решает расширить свою сеть и открыть бургерию в городе Бургербург. В каждой игре вы можете выбрать персонажа, которым будете управлять. И я выбрала Морти. Так вот, Морти получает по почте золотой билет-карту, которая приводит его в бургерию. И теперь, прям как в Вилли Вонке, Морти будет управлять новым рестораном. Кто теперь следит за пиццерией, если Луи с Роем здесь? Правильно, сестра Роя Джой. 20 мая 2011 папа организовал конкурс по поеданию тако, где победитель, Митсери Мэгги, получал в качестве приза сам ресторан. Я не знаю, кем надо быть, чтобы есть тако с утра до ночи в таких количествах, еще и не наесться, она буквально ходячая глиста. Спустя месяц, 5 августа на острове Калипсо, чье население всего 12 человек, папа открывает фризерию. И это счастливый день для Альберта или Пенни, ведь он устраивается там работать. В месте, где почти нет посетителей. Халява, а не работа. Но тут папа Луи прощается с нами, привозя на своем круизном судне гору людей. Спасибо! 5 марта 2012 года Купер или Прюденс заезжают в пиццерию. В это время их питомец выскакивает из машины и гонится за бурундуком аж до Кленовой горы, а.к.а. Maple Mountain. Там их находит папа Луи и связывается с владельцем, проделывая аферистический мув, оставив записку. Цитирую. «Купер, куки здесь в Панкейкерии очень нравятся. Мне тоже нужна услуга. Проследи за моим рестораном, пока меня не будет». И исчез на год, чтобы 13 июня прийти ко мне домой. Да, в игре можно закастомить персонажа. Так вот, я выиграла бесплатную поездку в Starlight City. Это почти Лас-Вегас. И там папа Луи подстроил мой выигрыш в Венгерии, где я целый год продавала жареные крылышки, а потом меня выгнали за то, что я пыталась его продать. С тех пор папа Луи не раздает просто так свои рестораны, но он остался щедрым и добрым мафиози, потому что помогает своим клиентам и случайным прохожим иным образом. 19 ноября 2012 Тейлор /Пегги не успевает купить билет на матч по бейсболу. Он так расстроился, что бледнеет, но потом находит решение и меняет трассу обратно. Ведь папа построил хот-догерию прямо в стадионе, где очень подозрительно хорошо видно игру. Тейлор выходит на работу, папа идет развлекаться, оставляя первого одного с огромным количеством посетителей. Естественно, все хотят вставить сочную сосиску себе в рот, смотря как мальчики бегают за мячиками. Если бы папа после этого подошел бы с вопросом: «Ну, как прошел твой первый день?», я бы этот мяч ему глубоко в глотку запихала. 13 июня 2013 года мы возвращаемся в бургерию папы, где проходит бесплатный день бургеров. Луи сильно поднялся и даже нанял еще работников. Слава богу! Теперь все счастливы. Заказов навалом, однако к кассе подходит загадочная чувырла, оплачивая свой заказ варп-коином. Это, оказывается, Редли Мэдиш. Бургерию атакуют бургер-монстры, ведь игра называется Папа Луи 2, когда бургеры атакуют. И теперь работники должны спасти папу и остальных клиентов, чтобы все продолжили кушать на халяву. 7 августа того же года папе разрешают открыть новое заведение во Фростфилде. И когда они едут на место, в них сзади врезается Джеймс или Уиллоу. Рой требует компенсацию, ведь у его дяди уже есть сеть ресторанов и личный лайнер, а он все
все еще ездит на корыте. Но у Уиллоу нет денег. Тогда Луи затыкает племянника зеленой котлетой, беря девушку в рабство, где она должна будет работать в его новой капкейкерии, пока та не выплатит долг. Капкейкерия становится очень популярной. Все буквально зависимы от стряпни папы Луи. Что в ней такого? Вспомним самую первую игру. Кто же знал, что в этом платформере столько сюжета, блин. Там есть локация X-Zone, где мы спасаем Ксандру. У нее также есть брат-близнец Ксола. Они жили в мистическом королевстве X, где должны были вырасти как следующее поколение королевских стражей, тех самых варп-коинов. По традиции, королевская коронация Ксандры и Ксола должна была произойти в возрасте 10 лет, где они получили бы X-посохи. Но когда близнецы были еще совсем малы, зона X была уничтожена кристаллическим астероидом, разбросав варп-коины по всему миру. И один варп-коин попал в дом редиски. Что было дальше, мы уже знаем. Суть в другом. Спасая Ксандру, папа находит X-соус, который усиливает вкус и вызывает зависимость у людей, опробовавших ее. Поэтому он начинает добавлять его во все свои блюда, заставляя клиентов подсесть на его пищу. Поэтому посетители готовы отправляться на другой конец страны, чтобы каждый день пробовать новые блюда сети его ресторанов. И теперь это объясняет, зачем папа Луи постоянно раздает свои рестораны и избегает. Пока другие выполняют его работу, он, используя варп-коины, путешествует по вселенным, собирая новые ингредиенты для своих блюд, зарабатывая огромные бабки буквально из воздуха. Этот X-соус официально появляется в меню капкейкерии 31 декабря в честь Нового года, и его можно будет заказать и в новых ресторанах папы Луи. Кстати, на каждый Новый год к нам приходит Санта-Клаус, который тоже пользуется силами варп-коина, чтобы быстрее развозить подарки. Но вернемся в 9 декабря 2013, где известные игрокам посетители Эльдорадо и Ольга планируют свадьбу, на которую приглашают Доана или Юту. Праздник будет проводиться в городе Порталине. И Юта не может забронировать жилье заранее даже за 3 месяца. Хорошо, что она воспользовалась услугами, тут могла быть ваша реклама, поскорее папы Луи, где она может проживать бесплатно. Вы видите эту маленькую сноску под звездочкой? Да? А вот Юта не увидела и мгновенно получает доставку на ее адрес. Папа Луи это подстроил специально, я клянусь. По ссылке она получает форму, контракт и оплаченный билет на самолет, который отлетает сейчас. Классическая подстава аферистов — не давать времени на раздумья. Потом Юта посещает церемонию, где папа Луи обручает пожилую пару, делая его еще и пастырем. 14 июня 2014 Скутер или Тони нанимается работать в Пончиково в городе Паутер-Пойнт, чтобы кататься на аттракционах на открытии нового парка Sky Ninja вне очереди. К несчастью, все горки выходят из строя, из-за чего открытие откладывается на следующий год. А Тони теперь должна выполнять свои обязанности как работника, попав в очередную ловушку нашего папика Усатика. В конце они покатаются на аттракционе. Справедливо. 4 марта 2015 года на папу вновь устроили покушение, и в этот раз мороже-монстры. Это происходит на круизном лайнере папы, где он устроил грандиозное открытие фрезерии с призами и бесплатным мороженым. Концовка точно такая же, как и всегда. Мы спасаемся и продолжаем праздник, как ни в чем не бывало. Спустя 3 месяца Руди со своей девушкой отправляется в Тоуствуд, чтобы привезти инструменты на открытие Чизерии, где должна была выступить его группа с концертом. Но пока тот здоровался с папой, его обокрали. Шок! Вызывайте полицию! Я здесь полиция, говорит папа. Ну, на самом деле он так не сказал, но Руди теперь должен купить новое музыкальное оборудование. И как удобно! В ресторане папы всегда найдется местечко для бесплатной рабочей силы. Спустя время Луи все-таки обращается в полицию, которая находит похитителя и пропажу. Ребята отыгрывают концерт, все счастливы. Забавно, что в этот раз Луи действительно не причастен к ситуации, не так ли? Потому что у нас появился новый заклятый враг Гай Мортаделла. Когда-то Гай был владельцем крупнейшей в мире сети ресторанов Mortadella Meat Pies. В то время у людей было очень мало выбора в области фастфуда. Он воспользовался этим и выпекал пироги из самых дешевых ингредиентов. Но все изменилось, когда появилась пиццерия папы. По мере того, как папа Луи открывал все больше и больше ресторанов, Гай постепенно терял всех своих клиентов.
Так, у него остался последний магазин в Тоствуде, пока и он не был вытеснен чизерией папы Луи. Он пытался украсть оборудование, чтобы подпортить репутацию папы, однако наш монополист оказался могущественнее. 14 марта 2016 год. Тим всю жизнь мечтал работать в студии танцев и стать чемпионом в этой области. Обстоятельства удачно сложились, когда в Исквуде начали нанимать специалистов на работу. К несчастью, как только Тима приняли, студия закрылась, а мечты парня разрушились. Но не тут-то было, ведь наш Усик в трусик подкрался к нему и принял его на работу в свою бейкерию. И нет, на этот раз эта история с действительно хорошим концом, ведь в конце папа Луи выкупает студию и дарит его нашему персонажу в честь Нового года. Теперь можно называть его Папик Луи. 13 декабря 2016 года ресторанному бизнесу папы Луи исполняется червонец, и в честь этого он открывает сушерию в Сакура Бэй, где вы можете играть за одного из создателей игры. Короче, получаю я письмо о том, что я выиграла тур по сушерине за день до ее открытия. Было весело, пока я случайно не разбила Манеки Неко. Это денежная кошка, которая приносит удачу. Я испугалась, но Луи сказал, что все норм. Однако на следующий день оказалось, что без Манеки Неко ресторан пустует. Чья это проблема? Моя. Мне теперь работать, пока Луи накопит с чаевых на нового золотого огромного кота. 24 июля 2018 года ваш персонаж, Карла или Койли, отправляется в Ваньянтаун в качестве туриста. Благодаря нападениям Лука в Кистардже этот город стал очень популярным. К тому же в этом городе случилась еще одна интересная оказия. Ведь однажды в честь лукового фестиваля грузовое судно, привезшее огромное количество лука, заполнил город зловонным запахом на целый год. С тех пор город называется Аньянтаун и имеет свою забавную историю. Знатно затарившись, вы осознаете, что бронировать отели надо. Просто надо это делать заранее, потому что свободных номеров не осталось. Это очевидно. Не делай так больше. Хорошо, что спустя 3 года Кай Мартаделла вышел из тюрьмы и продолжил нарушать закон, обманывая незнающих туристов. Проснувшись, окажется, что этот лже-отель на самом деле будущая скуперия. Но Луи никогда не отчаивается, ведь жертва всегда может отработать в его ресторане. А Гая опять посадят. И еще папа подарит золотую фигнюшку. Следом идут игры посвежее. 2 марта 2021 папа подписывает контракт с персонажем на выбор. И теперь вы должны будете сняться в документалке про себя, где вы работаете в Макарии. Осталось всего 3 игры, и видео подойдет к концу. Следующая вышла 22.02.2022 во вторник. И это не важно, потому что Оливия и Уайлен Би отправляются в Уэлсид Спрингс, где много масла, и вы там работаете. Но это необычная игра, ведь спустя 3 недели вы узнаете, что начался баттл между папой Луи, Гаем, как же ему не имется, и загадочных сестер Йоланды и Бонни. Что делает папа? Первым избавляется от Гая, следом от каких-то левых типов. И то они сами ушли с рынка, решив, что смузи лучше. Затем сестры крадут секретную рецептуру и становятся популярнее. Но папа Луи не лыком шит. Он выигрывает их в суде, где раскрывается, что документы, которые они представили для открытия своего ресторана, содержали ложную информацию. После обширного расследования по всей стране обвинение не смогло найти никаких записей, подтверждающих происхождение сестер или их предполагаемую сеть ресторанов. И девочки попадают в тюрьму. Мы побеждаем эту войну, однако на следующий день по новостям сообщают, что они сбежали при помощи варп-коина. Да, того самого. Откуда он у них? Я не знаю, но судя по наброскам создателей, они демоны из другой вселенной и работают на редиску, не? 7 марта 2024 года, и это крайняя игра про папу, где он открыл палетерию с твистом. Самый удачливый посетитель сможет выиграть редкую уникальную подвеску в виде эскимо из чистого золота. Церемонию вручения портит морской лев Тоби, обожающий мороженое и все блестящее. Он крадет подвеску, которую собирается выловить папа Луи. А пока он этим занимается, победитель должен по классике следить за рестораном в его отсутствие.
и все бы ничего. Но эта морда не стоит на месте и бегает от самого папы по всему континенту, пока тот не обменяется с ним на подвеску в виде его самого. Вы думали, это все? Ха! После того, как Луи спас этих двух сумасшедших, их все-таки короновали и дали посохи. В игре мы узнаем, что в их королевстве есть некие двери, которые при помощи варп-коина могут вас перенести в другие игры от компании Freeplane. А именно, вселенная кузнеца Осла Джексмита, где вы будете создавать оружие и участвовать в боевках. Вселенная кактуса Макоя, где охотник за сокровищами был проклят изумрудом с шипами. Вселенная Стейка и Джейка, доставки молока. Вселенная Папы Луи, Манчмор. И, наконец, вселенная Остатки Скайстоуна, где живут мимики. А ваша задача вернуться на Землю, истребить их и вернуть себе Землю. А теперь, когда мы знаем об этих порталах, то можем смело заявить, что все сюжеты этих игр теперь являются каноном во вселенной Папы Луи, ведь мы можем даже покупать мерч этих персонажей. И все это сюжет одной серии игр, где вы просто должны были выполнять чертовы заказы вашего рабовладельца-монополиста, путешественника по вселенным Папы Луи. Поэтому теперь вы знаете, сколько нужно пап, чтобы вкрутить лампочку. Правильно, ни одного, потому что он подстроит очередной несчастный случай, после которого вы будете вынуждены работать на него и сами вкрутите эту лампочку, пока он путешествует по вселенным при помощи варп-коина, чтобы найти новые ингредиенты, вызывающие зависимости у его потребителей. Вот.